Уже добрый вечер, друзья мои. У нас тут рабочая обстановка. Сидим, пишем, печатаем, отвечаем. Но дело не в этом. Дело в том, что мне сказали, что будет дождь, ливень. А я настолько не хочу ливня, потому что у меня сегодня еще есть работа и вообще много чего. И в лес собиралась идти. И я говорю, я сейчас буду читать и читать до посинения, чтобы дождь не пошел. Начала читать, небо прояснилось, но прежде чем оно прояснилось, начался жуткий ветер. А почему поднялся ветер? Ветер обычно поднимается для того, чтобы разогнать облака. Посмотрите на этих вот товарищей. Оставьте этого кота в покое. Сейчас он его укусит, смотри. Они целыми сутками так играются. Он там мяу, кидается. Чап, ты его задушишь. Чап. Он еще тоже хорош, знаешь? Провоцирует специально. Потом мяу. Все, угомонитесь. Отвлекли меня, сволочь. Ну пусть играются, ладно уж. Это их любимое состояние. Итак, вот поднялся ветер, чтобы разогнать облака, потому что я не хотела дождя. И надеюсь, что дождя не будет. Показываем наших товарищей. Любовные поцелуи. Так, если помните, я вам дарила ритуал к ветру ладос. Вы можете делать этот ритуал все время, когда поднимается ветер или ветреная погода. Вообще, например, жители Калмыкии всегда живут при ветре, там постоянные ветра. Когда я была в Калмыкии на раскопках, мне сказали, что ой, это у нас нормальное состояние, каждый день ветер, у них поэтому сухая кожа и сухие волосы. А я уже не могла терпеть видеть этот ветер. Они говорят, да у нас это нормально, мы любим ветер, мы дети ветра себя называем. Так что, например, в Калмыкии можно каждый день делать эти ритуалы, и каждый день ветер. Испокон веков, с древних времен, отдавали ветру чары, злые чары. Ветер способен очистить ваши болезни. Если у вас постоянные боли, если у вас постоянные необъяснимые такие состояния, давка, например, знаете, в черепной коробке бывает такое из-за перемен погоды и прочее, вы можете отдать ветру злые чары. И ветер во многом облегчит вашу участь. Сегодня я прочитала, одну бабу там написала, ой, если бы это было все так легко и просто, а что ж все делают и получают результат? Представь себе, баба делают и получают результат. Это все равно, как, знаете, когда у тебя зуб болит, ты пьешь китарол, и у тебя боль проходит. Сказать, ой, да если бы это было так просто. Конечно, так просто, потому что это лекарство как раз для этого предназначено, овца. Вот то же самое в магии. Здравствуйте, Роман. Если ты делаешь ритуал, то ты получаешь результат. Если ты ни хера не делаешь, у тебя ничего не получается. Но ленивые, никчемные существа всегда себя утешают таким образом, что ой, да вот это навряд ли, это не так уж просто. Я вам включала голосовые людей, которые говорили, я изначально даже особо не верила, но я сделала, и мне потом стало стыдно, насколько она сработала. Но как еще должно быть, извините меня, вы что хотите, как в той книге, да, 40 куриц, 40 петухов, 12 ночей на кладбище, всем отрезать головы, варить, призывать черные силы, не знаю что. Вы хотите вот такие бредовые ритуалы, чтобы почувствовать, что не все так просто. А вы знаете, что в древние времена бабки, например, заговаривали чем? Одной свечой. Там, или, например, могли зажечь колосок, могли зажечь сухую траву, заговорить человека, черный хлеб, рыбью голову, привязывали друг к другу, кидали в реку, заговаривали от пьянства. Все просто, правда? Там не надо было ехать куда-то хер знает куда, найти какие-то сушеные головы черепах и так далее. Но почему-то получалось, представляете? Потому что если у тебя есть возможность обратиться к силам, они тебя слушают, слышат и исполняют. Не хотите простое?
Ищите что-либо такое невозможное. Как говорится, для мудрого мудрость рядом, для дурака за 7 гор. Так что идите, ищите где-нибудь в Африке что-нибудь непростое и сильное. Далее. Отдать чары, злые чары ветру. Это можно делать летом, зимой, любое время, когда ветреная погода. Причем ветер не обязательно, чтобы он был прям ураган. Просто ветреная погода. Вы можете начитать, отдавая чары ветру. И вам значительно станет легче. Читать нужно 6 раз. Да, конечно, работает. Они для этого и созданы, чтобы работали. Иначе смысл в них какой? Не для красоты же. Читаем. Просто становимся в открытой местности. Если у вас балкон есть, значит, выходим на балкон или открываем окна, где дует ветер, и начинаем читать. Как по заказу начался для вас ветер. Начали. Отдаю чары злые ветру. Ветру южному, ветру северному, западному и восточному. Бери с меня злые чары, повелитель сфер, могучий ветер, отнеси мои беды за темные горы под черный камень. О ветер, повелитель небесных сфер, освобождаю тебе, отдаю тебе все злые чары, что мне наслали, и освобождаю себя. Да будет так. Сбивают меня эти бусики. Отдаю чары ветру. Ветру южному, ветру северному, западному и восточному. Бери с меня злые чары, повелитель сфер, могучий ветер. Отнеси мои беды за темные горы, под черный камень. О ветер, повелитель небесных сфер, отдаю тебе все злые чары, что мне наслали, и освобождаюсь. Да будет так, заклято. Послушайте, я не просила вас написать сейчас климат или прогноз погоды. У нас жара, у нас столько градусов. Я попросила кого-либо вообще, напишите, пожалуйста, у вас там жара или что. Я вам дарю просто ритуал проведения во время ветра. Вы сидите, пишете, ой, а у нас жара, а у нас... Да меня не интересует, у кого что. Когда будет ветер, тогда и прочитайте. Ну это же нормально, нет? Ой, ну это ужас какой-то. Люди перевоспитанию не подлежат. Продолжаем. Отдаю чары злые ветру. Ветру южному, ветру северному, западному и восточному. Бери с меня злые чары, повелитель сфер, могучий ветер. Отнеси мои беды за темные горы под черный камень. О ветер, повелитель небесных сфер, отдаю тебе все злые чары, что мне наслали, и освобождаюсь. Да будет так, заклято. Чего там, Чапик, он спрятался? Правильно сделал, в кусты зашел и не выходит. Выходи, Леопольд, подлый трус. Во, пошел. Отвлекают, ну ничего. И последний раз. Пусек. Отдаю чары злые ветру. Ветру южному, ветру северному, западному и восточному. Бери с меня злые чары, повелитель сфер, могучий ветер. Отнеси мои беды за темные горы под черный камень. О ветер, повелитель небесных сфер, отдаю тебе все злые чары, что мне наслали, и освобождаюсь. Да будет так, заклято. Не знаю, сколько раз я прочитала. Да никто Пусю не обидел. Пуся просто он видит, что они там играются, на него не обращает внимания. Вот он и специально, что вот я здесь, там, не забывайте, что я тоже существую, однако. Во. Вот он, Пуся, все хорошо у него. Сюнок. Видите? А там в кустах спрятался этот кот. Бессовестный. А это наш народ. Нормально ты выглядишь. Все хорошо. Что скажут? Ничего не скажут. Пошли они в жопу, кто скажет. И там пусть сидят. Всем удачи и всех благ, дорогие друзья. Пока. Пока.